Эти стартаперы делают Стартапы проваливаются. рейв-культуры. По теме рейва в Рунете. Все другие рейвы. Рейв-культуры. Рейв. Да, короче, мы в Берлине. И с моим загаром из Португалии и бородой, как у Хаттабыча, все разговаривают со мной на турецком. Поэтому мимикрируем под местного. Изменим стиль, например... Да, так уже можно идти в Кройсберг. И на какой-нибудь рок-концерт. Тебе я брутальный мужик. Не нравится. Может быть, так? Мы же не в Баварии, в конце концов. Или может вот так вот? Да, вот теперь в самый раз. Итак, как же жить в Берлине, будучи диджитал-номадом? Погнали! Собственно, если ты диджитал-номад... Привет, я Мэджик Гудди. Я буду помогать с косячным звуком. У тебя есть не так много вариантов, где ты можешь жить. Один из таких вариантов — это хостел. Обычно в хостеле Можно заселиться. двумя способами. Либо ты Живешь в койко-месте, либо ты живешь в отдельной. комнате, но с общей ванной и общим душем. Значит, в койко-месте, если ты диджитал-номад, жить, просто полная задница, там хрен поработаешь. А вариант с общей ванной тоже не всегда круто, потому что, Сейчас мы заценим один из хостелов, который, в принципе, может дать фору даже очень крутым отелям. Так, что у нас здесь есть? Здесь, короче, есть кафешки, а с другой стороны есть тоже место, чуваки. Дальше мы, конечно же, исследуем кухню. Что тут с кухней? Здесь все есть. Единственная проблема в том, что она маленькая. Если ты хочешь что-нибудь приготовить, то, тебе будет дико неудобно. Очень крутая технологичная вещь — это то, что ты можешь купить себе любую хрень, типа зажигалки, беруши, переходники. Вот такая комната. Что здесь примечательного? Во-первых, здесь есть кровать, нормальная двуспальная кровать, но самое главное — это розетки. Розетки, черт побери, почти рядом с кроватью, и их достаточно много. Идем дальше. Ванная комната. Нормально. Туалет в порядке. Потолки высоченные. Душ. В принципе, жить можно. И здесь есть даже холодильник, черт побери, есть холодильник, но он не работает. Но самое главное здесь — это, конечно же, лестница. Бомбическая лестница, которая ведет нас прямо на второй этаж. Вы когда-нибудь видели двухэтажный хостел? Блин, да, это же круче, чем некоторые отели в Дубаях. Мы в Дубаях, ёптель! Супер потрепанный диван и даже 2 места для детей. Wi-Fi. Тут, кстати, на самом деле очень клевый Wi-Fi, что очень важно для диджитал-номада. И стоит вся эта прелесть 70 евро в сутки. Это типа как бы дофига, но на секундочку, это Берлин, high season, и хостел брался прямо за один день перед селением. На самом деле диджитал-номады не живут в хостелах. Этот вариант нужен для того, чтобы переждать пару-тройку дней до въезда в квартиру. Квартиры, естественно, можно искать на Airbnb, но это вам будет стоить от 1200 евро. И что же тогда делать? На помощь приходят Facebook-группы. В Берлине очень сильно развита субаренда, и офигенно большое количество людей сдают жилье на месяц или на несколько недель, когда едут в отпуск. Поэтому цены там реально намного ниже, и если постараться, можно найти комнату за 400-600 евро или какую-нибудь однокомнатную квартиру за 800-1000 евро. Конечно же, нужно будет долго искать, общаться, переговариваться, понравиться. Но у вас есть офигенный шанс въехать в очень прикольные хаты свободных художников и реально кайфануть от того, как они их обставляют изнутри. А выходя на кухню, например, можно будет увидеть просто мило отдыхающих людей на бэк-ярде.
как будто какой-то фестиваль. Но нет, это просто парк. Это просто парк названием Темпельхоф. Он просто находится на месте старого аэропорта. И здесь постоянно отдыхает народ. И я, собственно, иду со своим другом велосипедом показать, как развлекаются местные. Можно на скейте кататься, что, собственно, нифига не новость. Можно сделать вид, что ты интересуешься искусством и заценить, как люди высаживают в горшках всякую ерунду. А можно просто на секундочку задуматься о том, что... черт побери, огород! Огород, блин, посередине просто, практически посередине города. То есть чуваки просто такие взяли в парке и сказали, у меня будут здесь расти цветы. Слушай, а у меня будет милый шалашик. И я в нем буду просто отдыхать. А я, слушай, возьму, и высажу подсолнухи. Прикольно, что можно в центре города высадить парк с цветами, огород. И его никто не разъебет. Да? Неужели? Это должно быть удивительно. И люди вот разные, абсолютно разные гуляют. И не только на фестивалях. Удивительно, да? И никто не посмотрит на тебя и не скажет, что ты какой-то чувак, блядь, не такой. Откуда же на улице так много ментов? Давайте узнаем. Что же они здесь все делают? Почему они все здесь? Почему на улице столько много странных людей? Мне кажется, мы приближаемся к чему-то очень интересному. Что, мать вашу, со всеми не так вами? Что это? Черт побери! Ёбки воробушки. Ведь не обязательно танцевать ночью и на одном месте. А чё эти европейцы придумали, да? Ну, конечно же, я знал, куда иду. Это факт-парад. Здесь люди просто выходят на улицу, чтобы сказать, что им что-то не нравится. Они просто ходят, и рядом ходят менты, они просто танцуют. Они просто, черт побери, придумали, что можно танцевать днем и на ходу. И вы заметили, как ведут себя органы правопорядка? Это же просто великолепно. И всем нормально, всему городу нормально. Народ поугарал, потанцевал и пошел домой. И никто же ничего не разъебал, ничего же не случилось. Дома работать не всегда круто, а кафешки тоже постоянно доедают. Да и в целом, если вы хотите общения с местными, то вам прямой путь в коворкинг. Этот коворкинг называется Factory. В нем есть все, что нужно для спокойной работы. Он близко к Нью-Кёльну на велосипеде. Да и вообще, к слову о транспорте, велосипеда это лучше для перемещения по Берлину. За 70 евро в месяц вы получите ушатанный, но вполне рабочий велик. Ну а что касается этого коворкинга, в принципе, из примечательного это только милый общий туалет вот с таким вот знаком. А мы пойдем дальше посмотреть на более крутой коворкинг. Итак, мы в одном из самых цивильных районов, это деловой центр рядом с Митте, и это вам совершенно не хипстерский Нью-Кёльн. И реально после месяца жизни со свободными художниками здесь ты как будто попадаешь вообще в другой мир, и это всего 15 минут на велосипеде. Тут находится самый большой коворкинг в Берлине, он называется Rank24, и сейчас мы его изучим. Первая проблема, которой ты встречаешься, когда идешь в коворкинг, это, где припарковаться. На гребаном велосипеде негде припарковаться. Типа, ладно бы на тачке, но на просто гребаном велосипеде абсолютно негде припарковаться. Ну что, тут есть, кажется, все, что нужно. От пафосной архитектуры и арт-объектов до функциональных рабочих мест, кухонь со всеми ништяками, балансбордами, бильярдами и вообще всего, что душа хипстера пожелает. А теперь самое главное.
Коворкингов в Берлине десятки, и если вы не можете определиться, то есть один очень крутой выход. Приложение Get Croissant. Вы регистрируетесь, оформляете подписку на месяц и получаете определенное количество часов, которые можете тратить в большинстве коворкингов, зарегистрированных в этой платформе. И это лучший вариант для диджитал-номада, которому через пару месяцев надо опять куда-то уезжать, искать новое место в новом городе и все такое. Ну, а теперь настала пора посмотреть, что же такое все эти стартаперы делают в этих всех коворкингах. И вот вам нарезочка из одной из последних выставок стартапов. Погнали! Da haben wir aktuell Rabattaktion bis Ende September. Okay, dann. Можно еще кататься на поездах. И для того, чтобы ездить на поездах, вы должны, естественно, купить билетик и пробить его вот в этой вот штуковине. А некоторые любят кататься в поездах без билетика, но это чревато тем, что вас опустят на 60 евро. Поэтому можно сделать очень дурацкий и тупой чит. Ты просто берешь билетик и пробиваешь его не вот здесь вот, сверху, где нужно, а где-нибудь сзади. И показываешь его. Соответственно, в следующий раз ты можешь взять тот же билетик и пробить его уже в нормальном месте. А вообще я не рекомендую наебывать систему в таком виде, потому что, блин, ну типа, чувак, тебе что, жалко заплатить немножко денег за то, что ты едешь? Дорого ли есть в Берлине? Я не знаю, сейчас посмотрим. Посмотрим, как выглядит двухэтажный магазин с продуктами. Хлеб стоит меньше евро. Куриная грудка по 5 евро за килограмм, там написано чуть ниже. Сколько стоят макароны? Какую водочку, может? За 5 евро-то. Днепров водочка. Maybe good. Смак! Твою мать! Это тот самый смак! О май fucking god! Господи, я сейчас заблужусь в отделе для кошек. Отдел для кошек. Брокколи. Сколько стоит брокколи? Блин, со скидкой 1,4 евро. Ну что нам еще интересно? Пивко. Вот, пожалуйста, пол евро. Вот, пивко есть за евро. Да что вы знаете о кощунстве? Здесь можно даже найти кафе в склепе. Да, в самом натуральном склепе. Итак, мы идем в один из берлинских клубов, и чит номер 1, как найти клуб в Берлине, ищите под мостом. Чит номер 2, клубы в Берлине работают либо днем, часа в 2, в воскресенье, что очень странно, да? Либо ночью, часа в 3, в 4, это лучшее время, чтобы в них идти. Чит номер 3, везде, практически во всех клубах и барах cash only, так что запасайтесь звенящими монетками. Чит номер 4, в клубах и барах не очень любят коктейли. Прям скажем, ну типа если вы подойдете и скажете мне мохито, на вас посмотрят как на motherfucker. И последний чит. Почти во всех клубах запрещена съемка. И сейчас мы поймем почему. В тех клубах, в которые вы реально хотите сходить, нельзя снимать, потому что одеваются там все просто как хотят. И хоть самый частый костюм в клубах типа Берхайн, который является цитаделью геев и техно, или Киткат, который является цитаделью разврата, это отсутствие одежды в принципе, ради приличия есть смысл прикупить что-нибудь черное латексное. Это классический дресс-код, с которым у вас есть хоть какой-то шанс пройти фейс-контроль, если вы не в теме. Сейчас прямо на час дня мы находимся около клуба Берхайн. Это просто самый пиздатый клуб в мире. Он находится в Берлине. И здесь до сих пор пи***ц, короче, народ тусует, стоит в очереди в 11 утра. Самое крутое здесь не то, что это очередь Берхайн, а то, что здесь можно пожрать. Самое, черт побери, главное, то, что здесь, блядь, есть скейт-парк.
Типа, рили. Такой, короче, пошел в адовый клубешник, затусил, вышел с утра, взял доску и просто поехал кикфлипы делать. Берлин — это город молодости. Где еще в мире нету такой свободы, как здесь. Это просто то место, где молодежь чувствует себя молодежью. Меня же отнесло на 15 лет назад во времена Казантипа, где даже удалось немножечко подиджеить, но дело не про это. Собственно, тогда же понеслись все другие рейвы. Full Moon в Таиланде, на Пангане, какие-то трансерские фесты в Камбодже, конечно же, Гоа и так далее. Естественно, мечта когда-нибудь попасть на тот самый пресловутый Burning Man. Но тогда, 15 лет назад, это было какое-то непонятное заоблачное что-то, потому что хрен кого вытащишь из России, найдешь визы и так далее. Это казалось все очень сложным. А как это обычно бывает, когда у тебя появляются уже какие-то возможности, деньги и время, то желание уже куда-то улетучивается, да и к этому времени количество информации, какого-то хайпа про Burning Man просто превысило все возможные ожидания, и мне уже казалось, что да, ну просто физически не хотелось ехать, потому что про это говорят просто все. Ну, поняли отсылку. Очки, песок, Burning Man. Ладно. По итогу, я подумал, что, в конце концов, все равно хочется, куда-то сгонять. Burning Man пошел в жопу. Но есть очень крутые аналоги, например, Africa Burn, куда я как раз и хотел отправиться, но коронавирус, и ничего не сложилось. Потом я полетел в Израиль и узнал, оказывается, что есть такая штука, как праздник Пурим. Пурим. Так вот, во время Пурима в Израиле происходят просто безумные тусовки. Это как будто вы возьмете и совместите Хэллоуин с Burning Man. Но в этом году тоже практически ничего не было, потому что коронавирус. И дальше я узнал, что на самом деле этих Burning Man'ов просто до хрена. И в Израиле тоже проходит его аналог Midburn, но его тоже отменили. Потом появилась еще одна надежда, что будет еще один фестиваль, который называется Burn in Motion, но его тоже отменили. Черт побери, подумал я, неужели мы все лишились реально крутых фестивалей и больше этого не будет? И, собственно, факт-парад это было последнее, на что можно было попасть. Но на этот раз нам на помощь тоже пришли технологии, и Burning Man в этом году сделал свой фестиваль в VR. И я подумал, давайте-ка порассуждаем на тему того, а что же будет дальше с индустрией рейвов и фестивалей, когда технологии разовьются все круче, 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 появится супер крутой VR, появятся роботы, появится какая-нибудь зубодробительная новая генная модификация или какие-нибудь супер крутые таблетки, которые вас упарывают, не упарывая, изменяя нейроны в голове, как они взаимодействуют и прочее, прочее. Так что продолжение этой части номер 8 будет заключаться в том, что мы позовем разных людей, которые в этой индустрии так или иначе как-то завязаны. В следующей серии с нами будет историк рейв-культуры. Да, вы не ослышались, историк рейв-культуры, который ответит на вопросы, как же, по его мнению, технологии могут повлиять на такую индустрию, как рейв. Сможет ли в будущем виртуальная реальность заменить настоящий фестиваль? Бегать с неоновой пробкой в жопе по пустыне гораздо прикольнее, чем из дому наблюдать, как это делают другие. Билеты для жаждущих прикоснуться к святыне. Пишите в комментариях вопросы, что вам интересно узнать про будущее рейв-культуры, может быть, даже немножечко про прошлое и настоящее. А пока мы готовим этот выпуск, следующий у нас по сюжету серия из Берлина про киберфеминизм. Да, черт побери, про непонятную штуку, которая называется киберфеминизм. Ты феминистка? Ну да, сиськи, красивые, жопа, чтобы добиться успеха. Просто замутить себе какого-нибудь ребенка, не знаю, чернокожего, например. И, мам, я хочу быть лошадью. Кого-то кто-то назвал там бабой, ну окей.